Что связывает всех маньяков? Например, большинство из них подвергались давлению или насилию в детстве. Почти у всех были и есть какие-то психические отклонения. Чарльз Рэй Хэтчер не был исключением, и в 1982 году он сделал тревожное признание. Всем привет, друзья! Вы на канале Fort Crime, и сегодня вас ждет история про психа, который оказался настолько труслив, что даже не смог принять свой приговор и наложил на себя руки. Досматривай до конца, чтобы узнать, какой диагноз вынесли ему врачи и почему он совершал все эти преступления. Неси вкусняшки к столу и устраивайся поудобнее перед телевизором или компьютером. Мы начинаем! В мае 1978 года на берегу реки Миссури было найдено тело 4-летнего мальчика. Оно принадлежало Эрику Кристгену, который незадолго до этого исчез из своего дома в Сент-Джозефе, штат Миссури. На теле были обнаружены следы насилия, и казалось, что мальчик был задушен. Полиция Сент-Джозефа допросила всех известных извращенцев в городе, которые им были известны, прежде чем наконец арестовала Мелвина Рейнольдса, 25-летнего парня с умственной отсталостью, который в детстве сам подвергался насилию. В течение нескольких месяцев Рейнольдса подвергали многочисленным допросам, дважды проверяли на полиграфе и применяли гипноз, и даже препарат амобарбитал, который в то время считался своего рода сывороткой правды. В конце концов, Рейнольдс сломался под давлением, сказав полиции: «Я скажу это, если вы хотите». Впоследствии приукрашенного признания Рейнольдса оказалось достаточно, чтобы присяжные признали его виновным в убийстве второй степени, за что он был приговорен к пожизненному заключению. Через 4 года он вышел на свободу. Но это не история о том, что система уголовного правосудия не смогла удержать опасного хищника за решеткой или обеспечить ему необходимое лечение. Вернее, это так, но Рейнольдс – это был не тот хищник. Он был освобожден из тюрьмы в 1982 году, потому что другой человек признался в преступлении, за которое был осужден Рейнольдс. Этим человеком оказался Чарльз Рэй Хэтчер, серийный убийца, у которого были проблемы с законом с 1947 года. Когда его арестовали в 1982, когда он пытался зарегистрироваться в больнице штата Сент-Джозеф, он признался в 16 убийствах, совершенных еще в 1969 году. К 1984 году Хэтчер был осужден за 2 этих убийства – смерть Эрика Кристгена и убийство Мишель Стил, которой было всего 11 лет. Она пропала в 1982 году. Как и тело Кристгена, ее тело было найдено на берегу реки Миссури со следами насилия, избиения и удушения. Хэтчер потребовал смертного приговора для себя, но вместо этого получил пожизненное заключение. Через 4 дня он вырвал решение из рук государства, повесившись в своей камере в тюрьме штата Миссури. А теперь давайте поговорим о детстве Хэтчера. Он родился в Маунт-Сити, штат Миссури, примерно в 35 милях к северу от Сент-Джозефа. У него было 2 брата, и Чарльз был среди них младшим. Отец был бутлегером, это такие подпольные торговцы алкоголем. Как ни странно, отец был алкоголиком и бывшим заключенным. Хэтчер очень часто подвергался издевательствам в школе, и точно так же он издевался над другими одноклассниками. А привычку свою он перенес и во взрослую жизнь, как мы видим. Его неприятности с законом начались рано. Когда ему было всего 6 лет, он увидел смерть своего старшего брата. Мальчика смертельно ударило током, когда воздушный змей, которого они запускали, врезался в высоковольтную линию передач. К 18 годам Хэтчер впервые столкнулся с проблемами с законом, когда был арестован за угон лесовоза у своего работодателя, компании Iowa Missouri Walnut Company. К 1959 году, когда ему было всего 30 лет, он уже отбыл 6 различных тюремных сроков за самые разные преступления, от угона автомобиля до попытки ограбления и подделки чека на $10. Через несколько месяцев после 6-го освобождения он снова предстал перед судом присяжных. На этот раз за попытку похищения Стивена Пелхэма, которому было всего 16, с применением ножа. К тому времени, когда он попал в тюрьму штата Миссури, не в последний раз, Хэтчер утверждал, что является самым известным преступником в штате со времен Джесси Джеймса.
Даже отбывая срок за решеткой, Хэтчер, похоже, оставался угрозой для окружающих. В 1961 году один из заключенных был найден мертвым на погрузочной платформе тюремной кухни. Причем Хэтчер был единственным членом персонала кухни, которого не нашли на момент смерти. Хэтчер был помещен в одиночную камеру, но доказательств для официального обвинения не хватило. Проводя время в одиночке, Хэтчер написал записку с просьбой о психиатрическом лечении, но тюремный врач посчитал, что он просто пытается схитрить, чтобы выбраться из одиночной камеры, и в лечении было отказано. И эта тема тоже не раз повторится в жизни Хэтчера. Освободившись в 1963 году, Хэтчер признался в похищении и удушении мальчика в Антиохе, штат Калифорния, в 1969 году. Следующие десятилетия он провел в тюрьмах и больницах, причем врачи часто давали совершенно разные заключения о его психиатрическом состоянии и дееспособности. Часто считалось, что Хэтчер симулирует или преувеличивает симптомы, пытаясь избежать ответственности за свои преступления. А в другое время его признавали невменяемым и ставили диагнозы парафилии, педофилии, параноидальной шизофрении и другие. Он был помещен в Калифорнийскую государственную больницу как психически ненормальный сексуальный преступник с диагнозом манипулятивный институционализированный социопат. Хэтчер также предпринимал многочисленные попытки побега. Один из таких случаев произошел в марте 1973 года, когда охранники обнаружили Хэтчера с 2 простынями, засунутыми в штаны, при попытке побега. На протяжении многих лет Хэтчер использовал различные вымышленные имена и попадал в неприятности за все возможные мелкие преступления, а также более серьезные нападения и в конце концов убийства, за которые он был осужден. Перемещаясь из тюрьмы в тюрьму, из больницы в реабилитационный центр и обратно, Хэтчер также пополнял число жертв. В 1969 году его застал на месте преступления человек, выгуливавший собаку, который обнаружил, что он избивает и подвергает насилию Гилберта Мартинеса. Хэтчер похитил мальчика, пообещав мороженое. Когда Хэтчера наконец арестовали за убийство Мишель Стил в 1982 году, он признался в целом ряде преступлений, начиная со смерти Уильяма Фримена в Антиохии, Калифорния, в 1969 году. Некоторые из них уже были известны властям, другие стали неожиданностью, как, например, когда Хэтчер нарисовал грубую карту, которая привела полицию к телу 28-летнего Джеймса Черчилля, похороненного в скалистой почве арсенала армии Рок-Айленда, недалеко от Давенпорта, штат Айова. В общей сложности на его счету 16 убийств, хотя обвинения ему были предъявлены только по 2 из них. Учитывая его историю, он мог быть ответственен за еще большее количество преступлений. Но какими бы ужасными они ни были, почти так же ужасно то, что в ретроспективе кажется, что их можно было избежать. Хэтчер был человеком, который буквально умолял о психиатрической помощи, но, похоже, система его игнорировала. Более того, невиновный человек 4 года расплачивался за одно из убийств, совершенных Хэтчером, и, несомненно, он бы отбывал наказание до конца своих дней, если бы Хэтчер не признался. А на сегодня у меня все, дорогие друзья. Спешу вам сообщить о нашем графике выхода видео. Они выходят каждый вторник и пятницу, поэтому не забывай посещать наш канал. Также напиши свое мнение в комментариях, как думаешь ты, что нужно было делать с Хэтчером, и правильно ли то, что ему не давали эту психологическую помощь, о которой он просил. А также не забудь подписаться на наш телеграм-канал, в котором выходят анонсы новых видеороликов. Подписывайся, ставь лайк и колокольчик, а мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока!